Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы продолжаем путь выжившего. И это Бухал, который выживает уже вторую серию. Забираем ежедневную награду, это очень круто. Кстати, если ты не успел, то можно, я так понимаю, за рекламу забрать или что-то подобное. Забрать те награды, которые ты не успел забрать, ну, когда не заходил в игру. Отправляйтесь в сосновую рощу с топором, сразу нам прилетает щеночек. Но вы, ребят, не забудьте написать комментарий, нравится ли вам выживание заново. Я очень жду ваши лайки под этим видео. Так, топор у меня есть, возьмем на всякий случай кирку. Все то, что нам пригодится, я в принципе с собой взял. В сосновую рощу отправляемся, но и новичок должен набирать обороты. Первое, что нам дается также, еще и вот такой вот красивый дорожный знак, несколько веревок, и как минимум мы уже строительство дома завершили. Следующее это вот такой вот верный друг. Ну, понятно, что верного друга нам сразу никто не даст, поэтому вылетаем сразу на глобальную карту. Я думаю, что новички очень-очень сложно начинают свой путь. И вот что у меня, как говорится, показывается. Первый раз, первый класс, и мы отправляемся на рощу. Измененный новичок просто радует глаз. Все очень по-другому. И это, ну, как минимум, поднимает настроение. Зачем новичок? Еще раз повторяю, за тем, чтобы пройти полностью путь выжившего. Эту тему хочу пройти от нуля до дрона и, естественно, открыть транспортный хаб. Именно это меня сейчас интересует. Много кто задает вопросы, а я, в принципе, проходил совсем все по-другому. И новичок у меня, то есть мой Михалыч, которым я уже играю 6 лет, немного не знает самого процесса прохождения. Итак, монтировка у нас есть. Это даст мне больше, чем достаточно. Люблю монтировку, э, как говорится, от всей души, потому что именно это оружие мне помогало выживать не один раз. Монтировочкой могу пройти второй этаж, а этого хватает, чтобы добыть первые талоны, открыть первые ящики. Я монтировкой просто помню свой бункер Альфа, как я ее зачищал. И все, что нужно, это монтировочка. Она у меня есть. Осмотреть тайники, то есть 2 ящика, волки, и это все мне тоже нужно. Кстати, растительное волокно немало нужно, так как у нас растительное волокно нужно для ящика. Все это тоже важно. И у нас даже первое событие, которое, кстати, может быть чем-то приятным. Первое событие это то, что доктор приписал. Да, конечно, оно для новичков. На зеленой локации оно прямо-таки и не может быть чем-то крутым. Я хотел добраться до мотеля, но Генри отговорил. Ему кто-то рассказал, что там давно все постояльцы стали зомби. Ну, это, кстати, очень интересно. А та громогласная женщина, да, очень интересная женщина. Мы эту женщину знаем. Это язва с ресепшена вообще превратилась в черт знает что. Ну, тут понятно. То есть мы это все прочитали. Очень интересно. Поехали. Тетушка Язва, которую мы уже знаем, конечно же. Ну, тут вот так вот это все завязали. И смотрим, что у нас. В принципе, в ящиках было бы неплохо, чтобы у нас лагерь военных выпал. Там и военный сет целый. Там можно было бы еще что-то подмутить. Несмотря на то, что там могли и слить, мы там смогли что-нибудь явно вкусное подмутить. Так, сливаем, то есть вернуться домой, то есть у нас все. Все, что нужно, это вот здесь побывать. И дуб уже появился, и всякие вещи появились крутые. Я явно пустым инвентарем домой не пойду. Растительное волокно найду обязательно. Нам нужно забить инвентарь как минимум деревом и растительным волокном, поэтому я долго тут оставаться не буду. Чисто забьем инвентарчик. Вот так вот красиво. Что тут у нас имеется? В принципе, баночку можем сюда забить и разложить. Итак, что персонаж может лутать у нас на этой локации? Так, растительное волокно может? Может. Так, блин, ягоды. То есть, в принципе, мы можем вот так вот делать и красиво раз умножить. То есть, только дерево и растительное волокно. Поэтому наш персонаж соберет все существующее здесь дерево и растительное волокно. Кстати, на автоатаке он будет сам отбиваться от зомбятины.
Также я хотел сказать, что это еще не все, потому что, например, здесь также можно было бы найти какое-то месторождение камня, в принципе, известняка, и также сделать кирку. Это тоже немаловажно, потому что кирочка нам очень, ну, то есть кирку. То есть мы сможем сделать, добыть известняк, кирка у нас есть, извините, и сделать еще один топор. Так, известняка достаточно, чтобы сделать топор. Теперь нам нужно для этого место в инвентаре. Так, топорчик. Уже инвентарь занят, значит мы, да, ягоды цепанули. Все красиво. Тут, если честно, долго въезжать в эту тему даже и не надо. Если вы хотите, то... Или если вы не хотите, то тоже не въезжайте. Просто автоатака это отличная тема, собрать ресурсы на локации. Хочешь, вот так вот пришел, собрал, в принципе, отлично, симпатично это все. Я вам так скажу, вначале лучше брать все. Прям все, что находится на локации, вам пригодится. Если не сейчас, то через некоторое время. Крафт брони или постройки каких-то. Вот, недостаточно для растительного волокна. То есть 20 растительного волокна у меня есть, но будет собирать, пока у нас не будет 20 семян. Это тоже. Вот вам и камень, который тоже, в принципе, нам будет нужен. И на топоры, и как минимум на другие, там, те же кирки. Очень приятно, когда у тебя это все есть. Без фарма новичок, конечно, никуда далеко не уедет. Слишком много фармить, ну, я, в принципе, тоже согласен, что тоже не надо. Но, с другой стороны, если есть возможность где-то 5 минут пофармить, то я думаю, что эти 5 минут нужно туда уделить. Так, срубим еще парочку деревьев. Я думаю, что для первое время этого хватит. Поехали домой. Также я помню, рассказывал вам, что реклама туда-сюда. С помощью рекламы можно удвоить количество навыков, которые вы получаете. Итак, мы придем домой. У нас есть 20 провианта. У нас есть перспективы открыть, я так понимаю, мотель. И я так понимаю, что у нас есть возможность забрать какие-то награды. Это 2 ящика и доски, которые также появляются у нас в пути выжившего. Скоро откроется модификация оружия. Я так понимаю, что первые вот эти вот самые интересные шаги в игре теперь выглядят совсем по-другому. Лайфхаки для новичков теперь в принципе не работают. Ну а если работают, то тут все выглядит очень и очень наезженно. Так, что сложить вещи в ящик. Понятно, у нас ящики в принципе есть дополнительные. Опа, состаковалось, все красиво. Покормить щенка. Ты чего? Кормить щенка будем? Ну, конечно, покормим. Сколько нужно щенку кинуть мясо? Надеюсь, что пятёшки мяса нам хватит. То есть, видите, как игра сейчас заточена? Сейчас совсем все по-другому. Щенка покормить мы можем. У нас, кстати, вы помните, Snoop Doggy Dog. В принципе, Снупик верный друг. Собаководство. Круто. Итак, я думаю, что шанс получить или медикаменты. Я думаю, везунчик, шанс больше, более редкую встретить фишку. Это очень-очень таки прикольная тема. Итак, нам открывается первая локация. Мы откроем сейчас первые неизведанные. Я думаю, что с киркой отправляемся в каменные холмы. Нам игра просто открывает сейчас все локации. Забираем веревки. Веревочки нам тоже, кстати, понадобятся. Что здесь? У нас, в принципе, как я и предвещал, то, что у нас собаковод, в принципе, развалился. Ну, короче, у нас все хорошо. Выдвигаемся дальше. То есть, что-то делать вне плана можно, да, то есть тебя все-таки не лишают вот эту. Так, открыл новую локу. Круто. Открыл первую свою новую локацию. Я думаю, что мы сейчас сюда выдвигаемся. Новичок должен быть ну, в курсах. Итак, залетаем сюда. Очень отлично, максимально симпатично. Конечно, хотелось бы открыть какие-то более крутые локации, чтобы вот в самом начале игры появились какие-то вкусняхи, которые ну как? О, кстати, сразу левел залетел. Потому что, наверное, какое-то задание. Тут уже, знаете, и уровень прокачивается немного побыстрее. Вот здесь уже, в принципе, я могу обновить это все дело. Ну, тоже делать не буду, потому что, ну, в принципе, голод не тетка. И эта тема тоже, в принципе, очень таки сомнительно выглядит. Так, первый раз.
встретил выжившего. Здесь всегда падало колесо. Сейчас не падает колесо. То есть понятно, что... Нет, по-моему, вот этот вот рюкзак тоже будет нужен. Если что, мы потом посмотрим. Итак, добыть железную руду, смотреть тайники, убить зомби. То есть зомби и режим стелса. Все, что нужно тебе знать, это режим стелса. И я думаю, что лучше всего просто один раз попробовать, чем 1000 раз увидеть. Режим стелса, просто ты идешь, нажимаешь атаковать, ничего не нужно. Смотришь, твой персонаж, в принципе, сам все сделает. Так, здравствуйте. В принципе, без режима стелса тоже неплохо я себя здесь чувствую. Начинаем с того, что там стрелочка начинает маячить, значит, видеть сразу несколько целей для выполнения заданий, но вы никак не уйдете пока что от того, от наезженного плана, который нужен вам для, как говорится, выполнения всего. Тайники, железная руда. Это точно то, что нужно. Хотя мне известняк в принципе не нужен. Вот мне нужна железная руда. В принципе, железная руда нам понадобится по любасу для крафта чего-то. Поэтому логично, что игра предлагает нам именно это добывать. Крутяк. Крутяк, что игра, ну, как бы на прям начальных уровнях, как бы там ни было, она заставляет нас фармить. И это круто. Раньше же игроки просто прибежал, слил парочку зомби, там, я не знаю, побежал, а потом, блин, а тут нужен такой ресурс, а где мне его брать? И начиналась вот эта вот канитель, когда ты не знал, с какого места начать, как лучше это все сделать. Так, по-моему, сейчас мне нужен еще один камень, да, ну то есть, что у нас в инвентаре? Мы можем приумножить это, единственное, что он будет давать, это либо известняк, на который гребен бобен, теперь нужна нам кирка. Кирку я взял-то убитую, теперь нам нужно несколько деревьев. А, у меня деревья есть, я смогу просто идеально вот так вот сделать, красиво. Эту кирку, в принципе, наутил. Вот так. И поехали. Наш персонаж знает, что делать. Он растительное волокно соберет. Кстати, что? Что с тобой? Что ты завис, дубиночка? Я не знаю, железной руды хватает. То есть 3 залежи будет тут на локации. Ты куда он идет? Ладно, пускай сам порешает, а мы с вами, в принципе, обсудим, что вот эта вся тема, которая здесь, делюга, которая здесь началась, очень таки потом приятно, ну, как минимум, сработает в нашу сторону, и мы сможем забрать. То есть за фарм мы заберем и аптечки, которые вот прилетают нам на почту. Кстати, события открылись, что, с 15 уровня. Но испытай свою удачу можно прям с первого. Снабжение с 15. Старая ферма тоже. Починьте переправу. Коллекционер 10 уровень. Ну и понятно, что мы все равно никак это все не выполним на нашем игроке. Это 100%. Так, вот так, еще много-много раз. Получается, растительное волокно практически под максимум. Все, 20-очку. То есть растительное волокно больше нам не влазит. Теперь остальное, что он найдет сейчас 6 древесины, все-таки вернется к камню. Ой, то есть вернется к железу. Ничего ты не поделаешь, если у тебя инвентарь забитый. То есть, что забитый? Еще 3 древесинки он может найти. Ворвался в толпу зомбятины. Понимаю, что он будет сейчас на автоатаке просто разрывать кабину всем, кто здесь есть. И вот драгоценный камень, за которым мы здесь, в принципе, это все время находились. Есть, мне кажется, что вот следующий шаг, это шаг будет к тому, что мы просто-напросто откроем мотель, и нам придется в мотеле вот так вот присутствовать, быть, валить, фармить. Так, что здесь? Рыболов. Я уже говорил о том, что если брать обновлять, то я возьму везунчик. Не буду фиолку брать в начале, чтобы все-таки давить на то, чтобы выпал нам красивый. Очень-очень приятный взломщик. Ну, то есть взломщик это прям тема, потому что с любым уровнем взломщика ты чувствуешь себя уже крутым пацаном и можешь как минимум охотиться на гранаты. Сейчас я специально жду, пока пацан соберет всю древесину, и как только написано ваш инвентарь полон, значит нужных ресурсов, которые
полный инвентарь у вас уже на локации нет. Ну а мы передвигаемся уже к мощному выстрелу и... Подожди, мощный выстрел. Так, мы еще не имеем ничего, но тем не менее мы сейчас выдвигаемся к тому, чтобы получить что-то приятное. Вылетаем на глобальную карту, возвращаемся домой. И мне кажется, что сейчас должно произойти то, о чем я говорил. То есть сейчас должно быть открытие новых локаций, и это уже 100% известно всем и каждому. Что у нас здесь? Построить плавильню. Как я и говорил, что нам придется, в принципе, работать над тем, чтобы, ну, вот так вот, плавильня бы, если бы у нас не было железной руды, мы бы плавильню никак не построили. В принципе, плавильня это тема. Мы теперь можем переплавить нужные нам ресурсы. То есть тут же получить тоже железо, в принципе, используя то, что нам нужно. Вот, железо. Выплавить целый слиток железа. Он будет плавиться целых там 6-4 минуты, но я думаю, что эта миссия нам по плечу. Пока там плавится железо, посмотрим, что у нас здесь в инвентаре. У нас уже есть и части какого-то сета. Здесь также и щенки, которые можно забрать. Также можно ящики, которые мы тоже возьмем и туда же, как, кстати, сложим вкусняшки. Так, у меня вот здесь ящик. Я не знаю, я его вот так вот всегда ставлю, потому что если не так, то я потом его просто не замечаю. Так, ящик, в принципе, в поле зрения. Вольер. Чем больше у вас собак, вольер, чем больше собак, тем больше они требуют еды. Это уже логично. 100%. Так, выплавить железный слиток. Можно было бы, конечно, пропустить это все с помощью, как говорится, ускорялки. Но мы можем навести здесь порядок пока на своей базе. Что можно сделать еще на своей базе? Типа собрать все залежи, например, того же железа. Потому что, ну, оно в будущем обязательно нам понадобится. Кирка пока у нас есть. Я думаю, что 2 минуты в целых мы сможем фармить железо. Да, понятно, что сейчас задастся вопрос, Михалыч, ну типа фарм это не самый интересный видос, но без этого ты никак не выживешь и 100%. Ну как минимум не преускоришь свое развитие, затормозишь все, что происходит у тебя, в принципе, в игруле. Так, ну я думаю, что нам характерный звук скажет, что все хорошо, все отлично, максимально симпатично. Мы сможем сейчас расширить свою базу. В принципе, сейчас же можно строить, если у тебя ресурсы есть в инвентаре, то ты можешь строить, в принципе, где тебе удобно. Можно расширить базу, в принципе, сделать отдельные комнаты. Хочешь или не хочешь, тебе придется в ближайшем будущем это 100% делать. Так, я вот думаю вот так вот. И, если честно, полы можно тоже так же вот стенами. Ну, чисто, чтобы было по-братски, красиво. Вот здесь сделать. Я думаю, что есть здесь и такая тема, как двери. Сделаем здесь двери. И вот здесь двери. Все остальное закатаем мы обязательно в стены. Можно даже, если честно, с окнами. Я думаю, что разница и цена этой темы одинаковая. Вот, с окнами. Все. Чики-бомбони, у нас есть вот такая вот ниша, в которой мы также можем ставить те же ящики. Что захочешь, то и можешь ставить в эти, ну, то есть маленькая комнату. Стоит ли делать стены в самом начале игры? Не думаю. До 150 левела, в принципе, игра, ну, устроена так, что смысла в стенах вообще никакого нету, но тем не менее, если ты хочешь чувствовать, ну то есть с первого левела, знаешь, как лучше развиваться. Лучше с первого левела вставай, строй что-то, там по чуть-чуть улучшай, чем потом тебе придется строить большущую базу. Хотя, с другой стороны, если есть стайные зомби, которые нападают на твою базу, то я тебе скажу, что это очень большая проблема, потому что они сносят и первого левела стены, и второго левела стены тоже сносят. В принципе, наверное, я буду сносить потом вот эту деревянную стенку, чтобы построить переправу в
Старый фермер. Ребят, паузу забыл. Вот это переиграл. Итак, железо у нас сделано. Все отлично, максимально симпатично. То есть у нас 4 древесины на одну деревцовку. Это много. Это много. Придется, конечно, подкинуть. Лучше всего использовать уголь. Но до угля мы еще, увы и ах, не дошли. Так, что хотелось бы дальше? Починить радио. Нам говорят, fix it. Заполнить. То есть нам нужно железо, нам нужны болты. Были ли болты у нас все это время на почте? По-моему, нету. Поэтому болты за болтами мы будем выдвигаться просто где-то в локации и обязательно фармить, еще раз фармить болты. Наши лучшие кенты. Вот, кстати, и болты. Четко. Кстати, с пикапа ресурсы не юзаются. Ну, и я не знаю что. То есть, выполняя вот эти вот задания, мы получаем продвижение дальше. Так, вот теперь мы заполняем, завершаем. И поймать сигнал бедствия. Что он дает? Сигнал бедствия. Есть кто тут? Конечно, нужна помощь. Ну, понятно. Бухалк, прием, где вы? В мотеле принеси мне бинты и поскорее. То есть сразу же у нас есть вот такая вот наводочка на бинты. Наши лучшие кенты. В принципе, бинты я могу принести. Там пацана подранило. Я думаю, что он еще будет благодарен нам за это дело. Ну, а с бинтами на помощь мы обязательно отправимся уже в next видео. Потому что, ну, не хочу делать видосы больше 20 минут. Мой путь выжившего продолжается. И я думаю, что это будет очень круто.